Мої вам вітання. Ви потрапили до мене у садок, а я Світлана. А ось мої гортензии. Сегодня, 4 октября 2024 года, я расскажу вам о том, как они выглядят на эту дату. Смотрите, Фрейс Мельба успела зацвести опоздавшие соцветия. Мы увидим не только мои метельчатые гортензии, но и древовидные и крупнолистные. Покажу, что я успела пересадить, а что только в планах, какие обрезаю. И просто погуляем по саду. Сейчас очень красиво. Идемте. Предлагаю начать нашу прогулку и обзор моих гортензий с этого места, где я вас приветствовала. Вот это мой Silver Dollar. Помните, мы низко-низко обрезали соцветия, потому что они после заморозков вместо соцветий выпустили много-много побегов. Они у меня укоренились, растут. Я вам покажу, куда их планирую посадить. С каждого среза зацвели, маленькие, конечно, их очень много. Я их уже не подвязывала, ничего не делала, но куст выглядит вот так, более-менее круглым. Пострадали, конечно, гортензии у меня этой весной. Ну, не только у меня, у многих, наверное. Но еще, смотрите, зеленовато-салатовые и с таким немножко румянцем розовым. Вот так выглядит Silver Dollar. Вот эти соцветия, это те, которые я обрезала уже в июне, в конце где-то. Следующая гортензия, вот это тоже Silver Dollar. И смотрите, одно соцветие покрупнее и ярко-салатовое. Остальные уже немножко, даже некоторые подсыхают. Вот так выглядит Silver Dollar в октябре. Рядом с ним тут ванила. Вот эти подсохшие края соцветий, это когда у нас жара была 43 градуса. Они просто запеклись. А с другой стороны, если мы посмотрим, смотрите, какая красивая. Вообще ванила Фрейс меняет цвет, немножко палевый такой, я вам говорила. В начале, когда после белого она красиво румяная, а сейчас вот такая. Ну, с той стороны, где не обгорела, вот такая. Так выглядит. Этот кустик связанный, потому что сильно уж я боялась, она у меня поломается и пересохла. Я ее переполивала, боялась, чтобы совсем она не засохла. В следующем году хочу подвязку немножко по-другому всех кустов. Silver Dollar не подвязана гортензия. Если мы туда заглянем, давайте туда зайдем. Смотрите, у меня вот эта аллейка, как я вам рассказывала, из полярного медведя. Он сейчас, кстати, очень красив и меньше пострадал от жары. Соцветия у него довольно большие, салатово-белые, румянца мало. Но уже не румянец пора, уже морозы вот-вот будут. Шапки буду обрезать я, когда они совсем засохнут. Засохшие соцветия в саду я не люблю, когда вот такие будут. Это куст ванила Фрейс. Рядом. Я вам рассказывала, что они у меня тут посажены в шахматном порядке. Первый кустик возле пирамидалиса ванила Фрейс. Там я ее на штамп выгоняю. Покажу, когда лист опадет, как это выглядит и как это делается. Следующий полярный медведь. Теперь опять ванила Фрейс. Вот такая она сейчас у меня пурпурно-бледно-малиновая. Те, которые не подгорели. Видите, со стороны солнца подгорели, а с этой нет. Следующий опять у нас мишка. Большие соцветия в тенечке. Салатовый. А сюда пробралась
Фрейс Мельба, один куст, и мне как-то жалко ее и выкапывать отсюда. Она такая красивая. Ну, посмотрю в дальнейшем, как. Смотрите, какое у нее соцветие. А вот это те, которые поздно решили зацвести. Меняет цвет на фоне пирамидалисов. Наверное, пусть тут она и будет. И еще одна ванила Фрейс. Можно их и сравнить по цветам. Ну, это соцветие молодое, как бы, если говорить. А вот ванила Фрейс. И цветочки какие, цвет. И Фрейс Мельба. Как их различить, я вам рассказывала. Цветет просто шикарно. Сейчас у меня роза Мадемуазель Миян. Я сделаю ее обзор. А сейчас идемте вон туда. Я там начала клумбы в порядок приводить и обнаружила много интересного. Вон туда пойдем. Уже выходила отсюда. Красиво прямо. Я тут редко и ходила летом. Все бегала, поливала. Времени не было. Хотела показать вам, пока не ушли. Вот это вновь посаженная роза. Как она выглядит? Сорт, по-моему, Традескант. Или нет, Традескант я вам показывала. Он там посажен. У меня подписан. На каталоге есть все розы новые. Просто смотрите, пустил лист. Посадка была 15 сентября. Новых роз. Прижились. Это наша Skyfall. Маленький кустик, который от лавочки отсадила. Цветет. Молодые соцветия цветут. А веду вас не сюда. Хотя тут тоже много интересного. Diamond Rouge не перестает нас радовать вот такими соцветиями. Хотя у нас уже по утрам довольно прохладно. Но хотела показать не Diamond Rouge, а вот сюда пригласить вас. Ну, во-первых, стала наводить порядок, обрезать нижние ветви у барбарисов. И обнаружила много интересных гортензий. Летом тут были и лилии, и барбарис завалил. Представьте, у меня тут 2 куста посаженные. Как они разрослись, выросли. Я подняла ветви, подвязала их. Это полярный медведь. Напротив можжевельника Спартан. Сейчас отойду так. Буду из них штамбы делать. Смотрите, как красиво. Один и второй. Вот так. Если мы посмотрим издали. Как я их не видела. Как я их не видела все лето. Таких красавчиков. Вот такие полярные мишки. Как-то они еще соцветия и не потеряли цвет даже. Вон какая-то пчелка. Или оса маленькая сидит. Замульчировала все у них сосновым тут опадом. Сейчас как раз хвоепад в лесу. У нас тут совсем рядом. Так, ну про хвойный не будем. Но это Golden Globe. Ладно, скажу, вы спросите. Следующая гортензия это Skyfall. Skyfall вчера связала, чтобы тут вокруг все в порядок привести, обрезать. Пусть так стоит, пока соцветия не засохнут. Она сейчас выглядит вот так. Ее лучшие соцветия, те, которые уже стали подсыхать немножко, вот так. Пригорела она от солнца, хочу сказать, не сильно. Ну и следующий маленький кустик. Это Magical Sweet Summer. Кустовая форма. У меня 2 штамба есть. Оказывается, я забыла. Я сюда кустик посадила. У него мелкие соцветия. Я вам рассказывала, как гроздья винограда. Мелкий лист у нее. Такая миниатюрная. До 1,20 м. Кустик будет.
И следующая гортензия, которую вы, наверное, вообще у меня не видели, а она растет себе, растет, это Sunday Fraise. Уменьшенная копия, сестра Vanilla Fraise. Не показывала ее. Не знаю почему, думала разрастется. Так, оса сюда прилетела. Она также постепенно меняет цвет, но мне кажется, а вон на заднем плане вот это две, это Vanilla Fraise. Мне кажется, она мало цвет поменяла. У нее белые соцветия, когда молодые, вот такие. А потом они меняют цвет, немножко салатовые, а лепесточки на самих метелочках, соцветиях вот этих такие же, как монетки, маленькие, только по размеру, конечно, эта гортензия меньше своей старшей сестры. У Vanilla Fraise вы видите, сколько много сестер. И Fraise Melba, и Sunday Fraise. Кустик немножко у меня такой пушистенький, много я оставила у нее соцветий, не нормировала. Вот так она выглядит. Ну и следующая, тут я еще порядки не донаводила. Следующая гортензия, это опять же моя Skyfall. Видите, гиацинтовые цветы. Не знаю, почему этот куст как-то половину уже почти засох. А нет, вот салатовые тоже. Вот это только-только собирается. Вот вам прямо в этом году у Skyfall показательные, да, такие цветы, гиацинтовые. Но хочу сказать, что не каждый год. Первый год у меня тот куст, который был возле лавочки, сейчас сходим посмотрим. Некоторые соцветия были не гиацинтовые цветы, а обычные. Обычные. Я еще думала, что это у меня пересорт, но нет. Так, ну куда идемте? Идемте, покажу вам новые посадки. Новые посадки, как я рассказывала, это Vanilla Fraise Quadra Seasons. Вот сюда, к стоянке. Если кто смотрел видео про лилии, как я высаживала, я именно тут высаживала. Тут будет стоянка, забетонирована, конечно, когда-то, скоро. И вот сюда я высадила 9 по всему саду. Пособирала 9 кустиков гортензии Fraise Melba. Помните, показывала этот, что приуныл. Еще и штамп. Нашла такую ветку, такая длинная, 1,20 м высота ее. И она при пересадке поникла, повисла, все. Свежа и хороша, как майская роза. Проливала я ее вечером. Надо, если вы пересаживаете и у вас еще тепло, все-таки гортензиям, конечно, рано еще пересадка. Полив. Я и утром, и вечером обильно поливала. Ну, с учетом того еще, что этот кустик я где-то там в глубине отыскала. И он засохший уже и был. Но это тоже Fraise Melba. И вот цветущие прямо пересаживала, цветущие кусты. И вот так они выглядят. Отлично пересадку перенесли. И это соцветие. Вот сюда мы лилии сажали. Помните? 3 дня назад. И такое соцветие. Это тоже Fraise Melba. По листьям можно определить. Красные такие. Капочки, точечки на листиках. Вот, видите. Это не болезнь, не проблема никакая. Сейчас пойдем покажу вам, какие еще я гортензии пересадила. Посадку взрослого куста, наверное, тоже сделаю видео. Ну, взрослого. У меня сад всего 5-й сезон. У меня там 10-летних гортензий, понятно, что и нету. 3-летний куст буду пересаживать. Надо мне по делу. А вот как связала, смотрите, я свой пениситум лисохвостый Red Hat. Спрашивали тоже, что это за злак. Шикарно. Он же у меня развалился был на все мои рододендроны внизу посаженные. А сейчас так аккуратненько, хорошо. Так, а ну-ка я сейчас сюда пройду, чтобы мне не обходить. Вот так.
Вот так. И постепенно мы перешли вот сюда. На место своих древовидных гортензий. Вот этих. Вот такие гортензии. Это Аннабель или Стронг Аннабель, я не знаю. Огромные такие шапки. И не огромные, разные. Сейчас она уже подсыхает, вот так выглядит. Я их обрезаю, вырезаю. Мне осталось еще 2 участка. Я их убрала вот как раз там, где Фрейс Мельбу сажала. И вот тут. Обрезаю до вот такого состояния, коротко. И выкорчевываю и пересаживаю за периметр. И надо сказать, ей там, наверное, понравилось больше, потому что пошли новые побеги в рост. Сейчас покажу. Выйдем за периметр, покажу, как она там себя чувствует. А сюда постепенно пересаживаю свои метельчатые. Это как раз Vanilla Фрейс. Мой черенок. Вот показательно хочу вам показать. От побега было у него 4 почки и пошло 4 ветки. Довольно высокие ветки. Почти по пояс мне будет штамп. А сюда будет высаживаться, уже высадился полярный медведь. И с той стороны тоже будет 2 полярных медведя. Где я их буду брать? Конечно же, не покупать. У меня отличного качества мои черенки. Пересаживала тоже. Видите, сильно залито, полито. И сейчас полью. И соцветия не посохнут. Будет очень красиво. Вот так выглядят эти кусты, которые высажены у меня возле забора с той стороны. Стали уже даже расти. Я сюда Алису разложила. Пусть мне весной тут все будет. Вы видите? Пошла она в рост. Не знаю почему. Кустов тут очень много. Грунт мы еще не насыпали. Не знаю, или траву будем сеять на следующий год тут, или что. Не знаю. А это ивонны. Вы посмотрите, какие они уже большие. Ну, если кто помнит, в прошлом году я высаживала их. Вот мои ивонны. Выше пояса уже мне. За год сколько нарастает кипарисовик и ивонны. Вот с этого места беру, как раз ямы остались. Вот эти 2 куста пересажу туда, возле пенисетумов, а на их место пересаживаю из своих закутков всех новые саженцы. На следующий год нас ждет новая история. Эти 2 полярных медведя тоже ждут пересадки. Если успею сегодня, нет завтра. Вот этому красавчику еще места не нашла. Так, ну а сейчас идем посмотрим моего того фантома. Красивый. А, вы же ждете, наверное, чтобы я вам показала Фрейс Мельбу. Так выглядит Пинки Винки. Наша красивая аллея, я ее хотела обойти своим вниманием. Это штамбы, и куст Vanilla Фрейс 1, 2. Вот это белое соцветие. Оно просто поздно расцвело. Вот так стоит Limelight, красавчик дерева. Это низкий штамп. Это не куст, а низкий штамп. 50 сантиметров там нога у него. Сейчас я вам покажу. Вон ножка. Деревце на ножке. Соцветия все буду обрезать, а обрезку побегов буду делать ранней весной. У меня есть видео, кто хочет, посмотрите, кто обрезает гортензии осенью. Возможно, вам это видео пригодится. Почему я обрезаю весной? Потому что не хочу, чтобы у меня часть побегов, если будет холодная зима, обмерзли.
у меня будет возможность обрезать, на какую мне надо высоту, весной. Ну, вот эти ветви, я уже боюсь, чтобы они тут не поломались. Связала их. И вот такие побеги красивые. Это второй куст Фрейс Мельба. Вот первый мой штамп, который мы часто издалека видим. Издали. А вот второй. Он у меня тут возле калиточки, возле туи моей солнечной Golden Смарагд. Тоже мы ее редко видим. Вот такие сейчас соцветия у Фрейс Мельбы. Вот так хорошо видно, да? Успели, вызрели. Ну, весна в этом году такая... Ой, весна, осень. Я уже про весну думаю, поэтому и весна. Затяжная, теплая. Так выглядит участок. И знаете, хочу сказать, сейчас мне нравится даже больше, чем в жаркое лето. Было настолько спекотно, настолько жарко, что не хотелось в сад и выходить, что-то делать. Так, вот это у меня тоже обрезана древовидная гортензия. Целая аллея тут. Низко обрезана. Я где-то сантиметров на 40, на 35 обрезаю и убираю. Все, больше ничего не делаю. В этом году у меня была попытка оставить длинные побеги. Я так больше делать не хочу. Так выглядит крупнолистная гортензия. Вот так разросся черенок. Вы покупаете в магазине, если веточку, то это вполне вероятно, что этого года у меня этот черенок зимой был только начеренкован. Вот такой куст. Для сравнения сейчас я руку вам покажу. Это моя рука. Какого размера кустик. А это сестра, которая не выросла. А это еще одна сестра. Средняя. Так, фантом хотела вам показать, забыла. Вот так выглядит фантомище мой. У нас через пару дней передают сильные ветра, дожди. И я взяла эти большие побеги, связала. Жалко мне что-то, чтобы он поломался еще и сильно. Я хочу побеги тоже оставить и попробовать сформировать из него дерево уже на следующий год. А вот штамп. Штамп мой фантома. Часть уже вот засохшая, часть такие. И тут мы немножко подсмотрим. Я с розами. С розами. Маленькая моя новая покупка. Пихта компакта. Забыла еще. Вот на крылечке мои те, которые будут зимой зимовать вместе со мной в холодном помещении. Ну, я не в холодном, а они в холодном. Они тут сейчас ждут. Соцветия не обрезала, чтобы вот эти побеги не тронулись у нас в рост. Мне это не надо зимой. Но хочу сказать, что они как бы на низком старте. Им сейчас вообще отлично. Растут тут себе по сортам, дружно. А вот эти две метельчатые сюда поставила, это я хочу подарить. Просто выкопала из земли в горшки, надо срочно их отвезти новым хозяевам. Тут и черенки, что я покупала и пересаживали вместе с вами, помните? Вот такие этого года сорта. Это как раз Sparkle Blue Purpur. Так выглядит. Готовимся к зиме. И вот еще что забыла. Тут у меня гора обрезанных роз. Вадим Петрович будет дробить дробилкой. Вот так выглядит Skyfall, которая на штамбе возле лавочки. Красивый высокий куст. Ничего не поменял он цвет.
Немножко, я бы сказала, розовый. Ну, тут вот такой. Вот так выглядит. Еще штамп фантома. Вот тут тоже уже подсыхать стал. Поливать я немножко все-таки поливаю свои гортензии. Ну, сейчас уже и прохладнее стало. Как вы знаете, гортензий в саду у меня много. Прямо все-все показывать я не смогу. Вот это новинки, которые мы тоже вместе сажали. Сорт я вам говорить не буду, интрига. Потому что как бы мне не нравится, как он себе показал. Цвет, мне кажется, он в заявленный не поменял. Но это первый год их посадки. Первый месяц даже, я бы сказала. Розы сейчас цветут. Вообще бесподобно. А это, я думала, не зацветет. Зацвела. Уже, конечно, некоторые розы пятнистость поймали. Но все равно шикарный. Love Song возле Magical Sweet Summer. Ну, надеюсь, прогулка по моему октябрьскому саду вам понравилась. Вы сравнили свои гортензии с моими. У меня спрашивали, почему мои уже засохли, а у меня в саду уже еще цветут. Потому что полив был, потому что у нас уже жара спала, потому что определенный грунт, посадка, земля. Пересмотрите свою агротехнику, и ваши гортензии будут вас так же радовать, как и меня в моем саду. На следующий раз, наверное, покажу вам, как я готовлю розы к зиме. Что делаю? Никаких хитростей, особых секретов я не осуществляю, как пишут, секрет, как подготовить розы к земле. Никакого секрета нет. Расскажу, покажу, увидим, что я делаю. Ну, а на пока, до встречи в следующем видео. Это мой фантом. Еще вот такой красивый.